Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента «Разделить» в программе SolidWorks. Этот инструмент используется для разделения твердых тел, поверхностей или листовых деталей на несколько отдельных тел. Полученные тела можно сохранить внутри детали или сохранить их в отдельные файлы. Также можно создать сборку из этих разделенных тел. Чтобы разделить деталь на тела, нужны инструменты отсечения. Первый вариант – это использование эскизов. Создаем эскиз или несколько эскизов. Не обязательно на поверхности детали. Далее нажимаем «Разделить» на панели инструментов «Элементы» или «Прямое редактирование». Или же выбираем «Вставка», «Элементы», «Разделить». В разделе «Инструменты отсечения» выбираем один эскиз. Эскизы вытягиваются через все в обоих направлениях. Нажимаем «Разрезать деталь». В результате деталь разрезается на два отдельных тела, которые отображаются в списке разделенных тел. Далее можно выбрать в списке для сохранения отдельные тела или же выбрать все тела. Выбираем все тела и нажимаем ОК. После разделения в дереве конструирования в разделе «Твердые тела» появляются два отдельных твердых тела. Если разделить поверхностное тело или листовую деталь, то раздел будет назван «Тела поверхности» или «Список вырезов» соответственно. Нажмем «Редактировать определение» и добавим в инструменты отсечения второй эскиз. Далее нажмем «Разрезать деталь». В результате получилось 3 тела. Если включить параметр «Абсорбировать вырезанные тела», то тело, отмеченное галочкой, например, третье тело, будет удалено из детали. Нажмем ОК. Теперь в твердых телах только 2 тела, а третье было удалено из детали. Высветим еще одно твердое тело, созданное до операции «Разделить», и нажмем «Редактировать определение». В этом случае в менеджере появляется дополнительный раздел «Конечные тела». Можно выбрать все тела или только выбранные тела. Удалим бабышку и добавим цилиндр. Далее нажмем «Разрезать тела». Выберем шестигранное тело и нажмем ОК. В результате инструмент «Разделить» был применен только к цилиндру. В качестве инструментов отсечения могут выступать поверхности и плоскости. Нажимаем «Разделить» и выбираем созданную поверхность и плоскость спереди. Нажимаем «Разрезать тела». В результате созданы 4 тела. Далее рассмотрим особенности сохранения полученных твердых тел во внешние файлы. Пока здесь в названии стоит «Нет», тела не будут автоматически сохраняться во внешние файлы. Они будут сохранены только в этой детали в виде твердых тел. Нужно задать имена созданным телам. Можно выбрать параметр автоназначения заголовков, чтобы выделить все тела и присвоить им последовательные имена. Теперь, если нажать ОК, то все 4 тела будут сохранены в папку исходной детали с этими именами. Если нужно сохранить во внешние файлы выборочные тела, тогда снимаем галочки с ненужных деталей. Далее щелкаем 2 раза на название тела и задаем расположение и имя файла для деталей. Сохраняем. Затем повторяем действие для второго тела. Щелкаем 2 раза, нажимаем «Сохранить». Нажмем ОК. В результате только 2 тела сохранены во внешние файлы. Теперь рассмотрим создание сборки. Если нужно создать сборку только из уже сохраненных тел, то тогда достаточно нажать правой кнопкой мыши на операцию «Разделить» и выбрать «Создать сборку». Нажимаем «Обзор», выбираем папку, задаем имя сборки, нажимаем «Сохранить» и нажимаем ОК. В результате создана сборка только из 2 сохраненных твердых тел. Вернемся в исходную деталь. Оставшиеся твердые тела при необходимости можно также сохранить в отдельные файлы с помощью команды «Сохранить тела». Для этого выбираем «Вставка», «Элементы», «Сохранить тела». Щелкаем на название, задаем папку и имя, нажимаем «Сохранить». Повторяем действие для всех нужных тел. Здесь же можно создать и сборку, причем из всех тел. Отмечаем нужные тела, например, все. И далее в разделе «Создать сборку» нажимаем на кнопку «Обзор». Задаем имя сборки и нажимаем «Сохранить». Далее нажимаем ОК. И теперь у нас создана сборка из всех 4 твердых тел. Откроем одно из ранее сохраненных тел. И видим, что созданные детали являются производными. Они содержат ссылку на родительскую деталь. Поэтому при изменении геометрии исходной детали новые детали также изменяются. И в заключение рассмотрим использование в качестве инструментов отсечения граней деталей.
Например, у нас есть импортированная модель сборки, представляющая собой единое твердое тело. Чтобы разделить это одно тело на компоненты и вновь создать сборку, нажимаем «Разделить» и в качестве разделителя указываем цилиндрические грани. Далее нажимаем «Разрезать деталь» и нажимаем «Автоназначение заголовков». Нажимаем «Ок». Далее нажимаем правой кнопкой мыши на операцию «Разделить» и выбираем «Создать сборку». Нажимаем «Обзор», выбираем папку, задаем имя сборки, нажимаем «Сохранить» и «Ок». И теперь у нас есть сборка из отдельных компонентов исходной модели. На этом все. Всего доброго!